Добрый день. Мы сегодня собрались с тобой разговаривать о handyman. Обучение. Да, давай сделаем какое-то интро от тебя. О чем, собственно говоря, вот это вот видео? У меня есть моя компания, которую я запустил в 2020 году. В России я занимался стройкой. И мои проекты в основном были связаны со стройкой. У меня не получилось здесь вписаться в эту историю, потому что здесь очень много есть различных требований, которые я не мог на тот момент реализовать. И я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Я взял то направление, которое меньше всего лицензируется. Это хэндимены. Хэндимены — это кто? Это, по сути, люди, которые выполняют разного рода работу, которые не требуют определенной лицензии. Это, наверное, аналог российской услуги мужа на час. Это мастер, который может повесить полочку, прикрепить телевизор, не знаю, собрать мебель, какие-то такие простые истории. И я такой: прикольно, давай-ка я попробую в эту историю загрузиться. Я, в общем, углубился в эту историю. Я попробовал несколько дней сам поработать в этом направлении. Я понял, что ничего сложного нету. Я сделал сайт по-быстрому, сделал LLC-шку под это, оформил страховку быстро достаточно и попробовал какое-то время там поработать сам. И подумал, что эту историю было бы круто масштабировать. Я сделал, поменял историю типа а-ля с family business. Вот family business, когда ты сам работаешь сам на себя, на агрегатор. И, по сути, соединил хэндименов и клиентов путем различных механик. И вот хочу сегодня рассказать как раз-таки об этом курсе, как запустить такой проект, как его автоматизировать, как его стартовать. Хочу рассказать об этом курсе. Как сделать бизнес такой? У тебя сейчас есть в рамках Golds University, я как понимаю, у тебя есть курс, который рассказывает, как открыть свою хэндимен-компанию. С нуля. С нуля. И довести ее до состояния полной автоматизации. Хорошо. Ты когда-нибудь уже об этом говорил у себя на канале, упоминал в какой-то раз? Был какой-то отклик, может быть? Я несколько раз в своих видео упоминал эту историю о том, что у меня есть вторая компания, но я никогда в детали не погружался. У меня есть второй проект. Это handyman бизнес, в котором работает на сегодняшний день 120 где-то человек. Никогда не рассказывал о том, как это работает, и никогда не рассказывал, как этот процесс устроен. Но интересно то, что как только я несколько раз так краем вообще задел эту тему, у людей возник интерес к этому вопросу. У людей возник интерес, а как это работает. Потому что когда я рассказал о том, какие процессы там происходят, уже при личном контакте с человеком, когда я рассказал про то, какие там гроссы, какие доходы, какая чистая прибыль, какие расходы, на что это все уходит, у людей начал появляться настоящий интерес в более детальном, а как это сделать. Потому что я рассказал, что я сейчас не участвую в процессах этой компании вообще. Все было автоматизировано, все было настроено таким образом, чтобы я туда не касался. Я могу зайти в любой момент в CRM-ку, просто посмотреть какие-то сводные данные. И тогда образовалась идея начать делиться с людьми этой информацией о том, а как это сделать так же. Потому что мой проект работает только в Тампа-эре. Он даже не заходит за пределы Тампы, то есть Палм-Харбор, Клирвотер, Ларго, только Тампа, все, что находится внутри Тампы. И там количество заказов просто космическое. И если начать это все дело масштабировать, если начать это все расширять, то движуха будет еще большей. У меня вопрос. Почему в Америке так широко развит рынок услуг? То есть почему это настолько востребованная тема, и как я могу быть уверен в том, что, запустив подобный механизм, у меня тоже будут массу клиентов? Есть два способа, как вообще в принципе клиенты обращаются к хэндименам. Первый способ — это direct communication, когда клиент просто через интернет, через веб-сайт, через Google вводит какой-то запрос, сделать что-то, приколотить полочку, поменять зеркало, собрать шкаф,
прикрутить тумбу, повесить телевизор. И им вылезают различные сайты с компанией Handyman, которые выполняют эти услуги. Это прямое обращение. Таких заказов тоже очень много. Но есть история под названием ассоциаций, Home Association, когда дом, например, или квартира в апартменты находится под управлением организации какой-то, чей этот дом находится. Помимо того, что они его сдают, либо этот дом там, допустим, продан человеку, этот дом входит в состав этой ассоциации. Они поддерживают полную работоспособность этого дома, этой квартиры. Они обслуживают все, что есть внутри. Если у арендатора возникает вопрос, например, сделать какую-то ту или иную задачу по квартире, по дому, он обращается в свою ассоциацию и просит их: ребята, мне нужно вот это сделать. И они, соответственно, отправляют мастера, который приезжает к ним. Там есть два варианта. Либо эти мастера работают в дочерних компаниях этих ассоциаций, либо у этих ассоциаций подписан контракт с какими-то хэндимен-компаниями. По примеру объема работ, вот ты видел самостоятельно. Когда мы переехали в новый дом, первое, что нужно было сделать, мне нужно было отправить чек-лист, что в моем доме не так, что мне что нужно устранить. И я составил вот такую простыню, ты помнишь. Она большая. Покажем, мне кажется. Мы покажем, да. Там очень много чего нужно было сделать, потому что дом не новый. Дом, мне кажется, даже в новых домах бывают всякие приколы. Я это отправил в управляющую компанию, и ребята мне выслали информацию, кто будет конкретно какую задачу выполнять. Это только по одному дому. А есть ассоциации, в которые входят сотни тысяч домов. Поэтому объем рынка, он просто космический. То есть handyman, поправь меня, если не так, это мастер на все руки. Но делает ли он вообще все? Или там, вот он работает с электричеством, он работает там с водой и так далее? Нет. Handyman — это мастер на все руки по направлению нелицензируемых работ. Все, что связано с электрикой, делают лицензированные электрики. Все, что связано с кондиционерами, делают кондиционерщики. Все, что связано с отоплением, водой, делают пламберы. Все, что связано с вентиляцией, делают другие ребята. Мастер на все руки, handyman, это человек, который выполняет ряд мелких работ, которые не требуют большой ответственности, так скажем. Угу. Вот эти люди, это может быть кто угодно вообще? Я много видел видосов в Ютубе, типа как стать вот таким вот человеком, потому что они зарабатывают, работы много в принципе. Это может быть кто угодно в статусе туриста там, или кто угодно может быть хэндименом, или нужно обладать определенной вот квалификацией, пройти какие-то курсы, получить в Америке какие-то документы, или это обученный специалист? Ну, смотри, хэндимен, как и любая, в принципе, профессия, имеет определенные уровни доверия. У них есть определенная иерархия. И когда приходит на работу какой-то специалист или не специалист, он либо доказывает свой профессионализм, и он в Америке доказать свой профессионализм может только находясь легально. Либо если ты не можешь доказать свой уровень профессионализма, ты должен поработать хелпером. И вот в хэндименничестве, так и назовем, есть самый стартовый уровень, когда ты являешься хелпером. По сути, принеси, подай, помогаешь. Ты прокачиваешься, какое-то время работаешь, что-то делаешь, показываешь там своему наставнику свой опыт, и потом уже получаешь какую-то более сложную и ответственную работу. Фактически это можно приравнять к российским реалиям. Есть там прораб, рабочий, а есть разнорабочий. И вот в этот момент хелпер — это и есть разнорабочий. Но у разнорабочего есть шансы стать прорабом, если он профессионал. Что касается работы в туристическом статусе, то здесь надо понимать, что в Америке вообще в принципе нельзя в статусе туриста работать. Но те реалии, которые есть сейчас в Америке, показывают обратное. Если ты приходишь, например, работать в какую-то компанию в качестве хэндимена, то как минимум ты будешь с этой компанией работать по форме 1099, компания с компанией.
И тогда ответственность с работодателя перекладывается уже на компанию вот этого хэндимена, который работает там. Это такая полулегальная, полусерая схема. Но в любом случае работать в этом формате нельзя, потому что за это могут схватить крепко и наказать. Поэтому, поскольку Америка вся была, в принципе, построена-то иммигрантами, непонятно в каком статусе, в какое время, ребята начинают свой путь с того, что они идут хелперами. Вот они прокачиваются до какого-то уровня, легализуются, получают документы и начинают взращивать себя. Невозможно так, чтобы ты приехал и в статусе туриста стал handyman-оунером. То есть ты сам работаешь сам на себя, берешь заказы с различных платформ, от различных компаний, потому что взаимоотношение, например, у handyman компании какое? Вот, допустим, handyman может постоянно работать в этой компании, постоянно, 24/7, ну, грубо говоря, а может его призывать просто на какие-то работы. Или, например, если handyman берет в работу себе заказ с какого-то дэшборда, по примеру того же Юду, там ремонтник.ру в России, он зашел и взял. Он не мог, вот человек, который приехал в туристическом статусе, он не может начать вот этот процесс самостоятельности, поэтому нужно пройти эту иерархию. Угу. Ты говоришь, что рынок потребностей в таких людей, он очень широк. Каждый американец вместо того, чтобы делать самостоятельно что-то, потому что есть какая-то лень или отсутствие знаний, навыков и т.д. и т.п., лучше заплатить, и кто-то придет. Да? И есть большая потребность в непосредственно хэндименах. А достаточно ли хэндименов вообще на территории? Они могут выполнить весь объем работ? Я где-то слышал такую штуку, типа всю работу не переработать. Если есть спрос, всегда будет предложение. Вопрос, сколько этого предложения. На сегодняшний день к каким-то категориям работ есть прям очереди. И люди ждут 1, 2, 3, 5, 7, 10 дней. Вот тебе пример. Мы переехали в дом, я жду хэндимена неделю. У меня хэндимен приедет послезавтра только. По сути, я жду его, вот буду на тот момент ждать 1,5 недели. Это очередь. Это человек занят. Поэтому потребность в услугах хэндимена будет всегда. Это прекрасно. Есть, короче, спрос. Но мы сегодня здесь с тобой собрались, чтобы не обсуждать, как стать хэндименом, правильно? Да. У тебя есть другое совершенно иное предложение, как бы мы-то рассказываем о хэндимен-бизнесе. Я бы не назвал это предложением. Я тебе уже говорил свою позицию. Я никому ничего не предлагаю. Хорошо, это мы никому ничего... Мы рассказываем, да. Делимся знаниями. То есть, о чем конкретно сейчас тогда мы рассказываем, если не о том, как стать хэндименом? Мы сейчас говорим о том, как запустить компанию свою, как это сделать. Мы говорим о курсе, в котором будет рассказано, как запустить компанию, как подключать к себе хэндименов, как брать заказы, как проводить платежи, как закрывать документами, как настраивать рекламу, как выстраивать программу лояльности, как настраивать технологии возврата клиентов, как использовать ретаргетинг, ремаркетинг и так далее. А что за механика работы? То есть, вот если вкратце, есть исполнитель, есть заказчик, есть ты как бизнес, который их соединяет. Можешь вот эту вот механику рассказать, пожалуйста? Механика хэндимен-компании простая. По сути, хэндимен-компания имеет либо ребят в штате, самих хэндименов, либо она работает с различными ребятами, которые привлекаются на периодической основе. Взаимоотношения между клиентом, ассоциацией, хэндимен-компанией и самим хэндименом рассказывается в этом курсе. Я подробно объясняю, каким образом, в каком порядке выстраиваются эти самые отношения. А откуда вот в этом бизнесе, о котором ты говоришь, если мы будем говорить более подробно, как прилетают к нам заявки туда? А мы же тоже проговорили. В самом начале директ, обращение прямое через сайты и через ассоциации. И через ассоциацию. Но есть еще, например, вот магазины, да, Walmart. Это директ обращение. Это директ обращение. Да, потому что ты выстраиваешь партнерские взаимоотношения с этими компаниями, но ты их выстраиваешь в том случае, когда у тебя есть определенный уровень, определенного вида страховка, ты уже там достаточно давно на рынке, ты налаживаешь с ними эти взаимоотношения, там, с IKEA, с Home Depot,
И они тебе отгружают заказы. Если ты им говоришь, я могу вам закрывать, например, там 30 сборок, 30 юнитов для сборки мебели в день, они тебе будут отгружать эти заказы. Например, надо собрать мебель. Мебельная компания продает комплект. Обычно здесь в Америке, если, допустим, семья переезжает в новый дом и покупает новую мебель, они покупают сразу комплектом. Как это сделал я, когда приехал, купил стол, 2 дивана, кровать, то, сё, 5-е, 10-е. И мне это надо было все собрать. Я заплатил за мебель, заплатил за доставку, и я заплатил за сборку. Соответственно, мебельная компания продала, компания, которая занимается грузоперевозками, перевезла, и эта же компания, которая занимается грузоперевозками, у них есть подразделение Furniture Assembly, сборка мебели, это тоже хэндимены. И они мне собрали. Прикольно, но это какой-то уже в дальнейшем, да? А поначалу сейчас, если я запускаю такой бизнес, я буду получать клиентов от частных лиц, либо от ассоциаций. А к ассоциациям я могу легко подключиться? Вот сейчас, чтобы они ко мне обращались, у них там есть дома, да, в комьюнити. Это легко происходит? В Америке любой сетап с компанией происходит достаточно просто. Потому что они здесь не зацикливаются о том, какая у тебя там политика партии, как ты там выстраиваешь свои процессы. У них есть определенные требования. Вот, допустим, ассоциацию возьмем какую-нибудь, Home Partners, America Home Partners. У них сетап очень простой. Тебе нужен сертификат страховки, тебе нужен W9, и тебе нужен просто lease agreement с ними. Ты это все подписываешь, и они тебя добавляют в свою базу. Ты говоришь, в какой ты эрии работаешь, и они в этой эрии тебе отгружают заказы. То есть проблем с заказом вообще, чтобы найти, как понимаю, нету. Рынок огромен. Хорошо. Как мне в этом случае найти исполнителей, вот этих самых хэндименов? Я их должен содержать у себя в штате или я их подключаю? Как это происходит у тебя сейчас? Я об этом рассказываю на курсе. Можно вот хотя бы чуть-чуть? Можно. Вариантов масса. Начиная от сайтов, которые занимаются предложением работы, типа Indeed, групп в Фейсбуке, групп в Телеграме, заканчивая банальной рассылкой по списку хэндименов, которые зарегистрированы со своей лицензией. Вся процедура подключения и вообще как это происходит, она будет излагаться на самом курсе. Я буду рассказывать вплоть до текста писем, которые надо написать для того, чтобы подключиться к ассоциациям, для того, чтобы найти исполнителей. Вот такой вот процесс. Прекрасно. Вопрос у меня. Какую я, как владелец бизнеса, выполняю роль вот в этой во всей истории? Что с меня требуется тогда? На первых порах ты, как владелец бизнеса, после прохождения курса, у меня в курсе есть, кстати, штука такая, 30 дней моего менторства. Я каждого студента менторю в течение 30 дней, помогаю ему запустить по той программе. То есть я не решаю за него эти вопросы, я его направляю. Менторство погуглить можно, что это такое. И по началу, вот если ты будешь действовать согласно той инструкции, которую я даю, ты принимаешь организационное участие, прямое, административное, организационное. Ты создаешь всю платформу. Ты координируешься с разработчиками, с интеграторами, ты общаешься с партнерами, ассоциациями. Ты подключаешь к себе все источники для того, чтобы стать вот этим одним целым звеном, через которое все это будет проходить. Через какой-то промежуток времени, применяя ту же самую инструкцию, о которой мы говорим, ты автоматизируешь многие процессы, и твоего участия становится в этом очень мало. То есть мы, по сути, строим агрегатор? Мы строим агрегатор. Мы строим агрегатор. Могу ли я пройти курс и запустить вот подобный бизнес, не находясь в Америке? Да, человек может запустить этот бизнес, находясь в любой стране мира. Но ему все равно придется прилететь хотя бы один раз для того, чтобы подписать первоначальные документы здесь, основополагающие. Например, открыть счет в банке. Невозможно в Америке открыть счет для компании своей, не находясь здесь. Если я въехал сюда как турист, мне необходимо ли мне, как владельцу бизнеса, обладать определенным статусом? Или я Нет. могу быть в статусе туриста? Ты можешь быть в статусе туриста.
чтобы открыть этот бизнес? Ты открываешь компанию, ты управляешь компанией, ты сам не работаешь физически на территории Америки, ты строишь бизнес. Хорошо. Звучит все очень складно. Если это такая хорошая история, да, вот ты говоришь, там куча людей просто работают, рынок всегда нужен, все легко, все автоматизировано может быть через какой-то промежуток времени. Почему ты об этом рассказываешь? Ну, знаешь, обычно люди, когда находят, где копать и где есть золото, они такие, они выкапывают. И они не склонны делиться там, типа, ребят, здесь золото есть, погнали. Почему ты делишься вот такими жилами с подписчиками, с людьми, с нами? Я уже вначале ответил на этот вопрос. У людей возникла потребность. Как создать такой бизнес? Как создать такой проект? Я по своей специфике делюсь знаниями. Вообще все, что я делаю, я проверяю на своем опыте, на своей шкуре. Что касается транспортного бизнеса, то касается этой истории. И я делюсь с людьми информацией. Объема работы здесь настолько много, что даже если каждый 10-й будет приезжающий сюда создавать свою handyman-компанию, заказы все равно будут распределяться на всех. Потому что люди-то сюда приезжают, работа прибавляется кратно. Люди живут здесь, работа прибавляется кратно. Пример тебе. Вот мы переехали в дом. Только я один составил вот такой список. Представляешь, каждый день сколько людей переезжает. Огромное количество. Огромное. Мне интересно, ты упомянул о принципе. Ты сказал, что просто ты такая личность, когда ты делишься. Да? Что это за история вообще? Что это ты за личность? Почему ты делишься со всеми вот какими-то своими открытиями? Ты свободно рассказываешь, ты помогаешь другим и даешь им возможность зарабатывать. Многие не верят в это. Многие могут сказать, что это какой-то наеб из разряда с чего вдруг, блядь. Потому что, а кто помогает сейчас другим зарабатывать? Все пытаются заработать наоборот, на других. Что у тебя, о каком ты принципе говоришь о своем? Принцип развития. Раскрой его, что это за принцип развития? Когда я делюсь какой-то экспертностью, это не говорит о том, что я создаю себе конкурента. Это говорит о том, что я делаю рынок лучше. Если весь бизнес будет работать правильно, по регламентам, мы, по сути, будем жить в идеальном мире. Но с учетом того, какой порой встречается сервис здесь, в Америке, заворачиваются прям уши, глаза, хочется плакать. Ну, реально. Они сколько говорили во всяких роликах, вот Америка, бизнес-процессы, клиент-ориентированность. А фактически люди ждут, переезжая в свои дома, тратят огромное количество времени на то, чтобы им исправили какие-то вот моменты для их жизни. А если этот процесс уладить, представляешь, в каком идеальном мире мы начнем жить? Хорошо, не будем называть это идеальным. В каком комфортном мире мы будем жить? Если не делиться такими знаниями, я же себе тоже приглашаю хэндимена, чтобы он у меня что-то сделал. Значит, я хочу, чтобы этот бизнес работал правильно. Ты можешь, вот раз ты делишься и рассказываешь, ты можешь рассказать сейчас, на каком этапе находится твой бизнес хэндимена, какие у тебя выручки есть? У меня телефон с собой, могу сейчас. На сегодняшний день в день прилетает, порядка, наверное, 400 заявок на выполнение задач хэндименами. Каждая заявка в среднем, если взять средний чек, наверное, $250. Вот в среднем. Соответственно, если говорить про оборот, про гроз, то это около от 90 до 120 тысяч долларов в день. Это гроз, оборот. В этом бизнесе я, как посредник между хэндименами и заказчиками, беру тот же самый процент. Каждая компания может этот процент на свое усмотрение брать. Сейчас скажу, сколько людей трудится, погоди. В базе получается у меня сколько-то, 170, в базе получается 172 хэндимена,
Но вот постоянно в работе около 80 человек. То есть вот те, которые вот каждый день загружаются какой-то работой. И вот между ними распределяется вся эта история. Каждый хэндимен в день делает в среднем, если говорить про гросс, там от 600 до там, $1500 гроссом. Хэндимен. То есть ты в неделю сколько вынимаешь с этого бизнеса, получается? Чистыми? Да, вот себе в карман. Нет, так нельзя говорить, потому что там очень много расходов. Там же каждую заявку надо зарегистрировать в страховой, там списывается какой-то чардж. Это очень сложно просто плюнуть. В месяц мне этот проект приносит примерно 28 тысяч. От 28 до 35, наверное, в хороший период. Самые выгодные... неправильно. Самые выгодные дни — это когда происходят какие-то катаклизмы. Когда происходят ураганы, штормы, вот во Флориде. Поэтому мы ищем штормы с тобой везде. Потому что, да, все это дело... ты представляешь, да, что происходит? Пробежался ураган, и, не знаю, там поломал, допустим, москитную сетку на бассейне. Это же может хэндимен исправить? Конечно. Ты прикинь, сколько это поломалось. Люди же не слушают предупреждения о чрезвычайном положении. А в этих предупреждениях говорится, что уберите все с улицы, с бэк-ярда, потому что ветер сильный, все может летать, стекла побить. Люди, допустим, не заморачиваются с тем, чтобы заколотить окна какой-то фанерой. Прилетает стекол, сколько бьется. Огромное количество. И вот в эти периоды, конечно, заказов просто миллиарды. Просто столько их так много. Заказы, я как понимаю, заказы могут сыпаться, но есть вот capacity, есть количество ограниченное какое-то людей, которые могут это выполнить. Да, у меня это сейчас вот 170 с лишним человек. Вот получается, что вот эти 170 человек, они могут там разом выйти в день, если есть огромное количество всяких приколюх. Сколько мне нужно денег, чтобы запустить вот подобный бизнес, и сколько времени я потрачу на то, чтобы у меня этот бизнес начал приносить мне доход? Чтобы запустить бизнес в каком-то одном маленьком регионе, маленьком городке или каком-то каунти, это нужно примерно от 25 до 50 тысяч долларов. Потому что процедура получения сертификатов определенных, страховки, дальше же нужно сделать сайт, надо кому-то заплатить, нужно сделать интеграцию, потому что я-то рассказываю про то, как эта интеграция делается, но если человек не обладает способностью интеграции, например, какой-то CRM-системы, и прописать эти процессы в CRM-системе, то для этого привлекаются отдельные специалисты, и какие-то там накладные расходы. И в каждом регионе это цифры разные. Вот в среднем примерно можно 30 тысяч долларов назвать, наверное. Это вот чтобы стартануть. И как быстро я смогу, вот я стартанул, у меня уйдет какое-то время на всю эту работу, сколько это может приблизительно занять у меня? Создание сайта, вот если делать его по тем требованиям, о которых я рассказываю на курсе, потому что мы прям отдельные лекции разбираем, какие требования предъявляются не с точки зрения рынка, а вот с точки зрения маркетинга к сайту хэндимена, что на нем должно быть, то, например, на разработку сайта уходит, как правило, месяц, наверное. Хороший сайт, хорошая команда это делает. А интеграция уходит, может быть, 2-3 недели. Это можно делать параллельно. После того, как у тебя готова инфраструктура, готовы документы, ты все зарегистрировал, есть ИАН, открыть счет, есть страховка, ты запускаешь рекламные кампании и делаешь первые интеграции с ассоциациями. Какой-то расход на рекламные кампании, который у тебя будет заложен в этом твоем бюджете, запускаешь, и, по сути, как только рекламная кампания запускается, ты начинаешь получать первый свой доход. А дальше все ты регулируешь, просто количество денег, которые тратить в день, количество возможных механик обработки этих заявок, распределения их, скорость их выполнения, количество людей, которые выполняют эти заявки. Дальше просто масштабируешь. Прикольно. Если это настолько все хорошо, успешно, и нужно, то есть я как понимаю, я вот сделал, потратил 3 месяца условно, да, на создание всего, и дальше я регулирую моей деятельности там немного, автоматизирован процесс. Если так все успешно,
Ты сам сейчас это дальше развиваешь? Есть ли у тебя в планах это дальше двинуть? Не только в Тампа-эрии, а где-то дальше? Ведь доход, выхлоп адекватный вообще. Занятости минимум. Как у тебя по поводу этого? Я еще не всю Тампу схватил. То есть я не все районы Тампа-эрии охватил. Потому что, чтобы настроить точечную, таргетированную рекламу, надо потратить время, посидеть над этим, поработать и захватить каждый райончик. Каждый. В Тампе их очень много. Я вот только центр схватил. И я параллельно, потихонечку, ввиду своей загрузки, масштабирую. Наверняка, рано или поздно, я вот всю левую часть в Тампе вообще, все, что начинается от Санкт-Петербурга, заканчивая, например, что у нас там наверху, Акалой. Не, Палм-Харбор это входит сюда внутрь. Заканчивая Акалой, например, я в течение, наверное, года, может быть, смогу покрыть. Потому что это же не просто вот там увеличил бюджет на рекламу и начал из пушки по воробьям стрелять. Так не работает. Ты каждый район прописываешь, настраиваешь рекламу, определенные метки выставляешь для того, чтобы аналитику делать. В каждом районе ты ищешь тех самых хэндименов. Потому что человек, например, с Ривервью не будет ездить в Акалу. Это на минуточку 100 миль. Подожди, а ты рекламу настраиваешь на то, чтобы найти себе хэндименов? Нет, на то, чтобы заказы директ собирать. Но мы же говорим о том, что я могу пойти в ассоциации заказов Можешь, миллион вообще. Можешь, конечно. Тут включается вторая история. Тебе нужно с этими ассоциациями им доказать, что у тебя есть хэндимены в этом радиусе, в этом районе. И прежде чем начинать работать с ассоциацией, ты должен показать какой-то свой бэкграунд. Кто у тебя работает, что это за люди, как они могут работать. И ты вот это вот все, ты рассказываешь на курсе, я смогу получить оттуда полную вот эту вот информацию. Зачем я запускаю рекламу, на что она идет, как ее настраивать, да? Феноменально. Предположи, через год, если вот так вот включенным быть, потому что, я как понимаю, у тебя же сейчас, есть и другие проекты, есть как минимум траковый бизнес, да, и ты туда вливаешь очень Есть много. клининговая компания, Есть карвош, да, и медийная компания. Если у меня ничего этого нету, насколько вот и я включен за год, к какому результату я могу прийти? Я не могу говорить за тебя, потому что у каждого человека свой ритм жизни. Он работает в своем темпе. И, например, у меня целая экспедиция. Вот для меня проблема работать над текстом. Если я пишу какой-то документ, я могу неделю, на него потратить. Потому что, не знаю, вроде бы я говорю, что-то рассказываю, а начинаю писать, я все забываю. У кого-то это может быть, например, составлением каких-то маркетинговых прогнозов. У кого-то может быть проблема с коммуникацией с ассоциациями. У кого-то могут возникать сложности с наемом людей на работу. У кого-то могут возникать сложности какие-то другие. И я не могу сказать, не зная твой темп, твой ритм жизни, к чему ты можешь прийти. Можно сказать, начиная минимум, максимум. Максимум можно горы свернуть, по сути. Я как понимаю, рынок бездонный. Нет, он не бездонный, он ограничен количеством людей, которые здесь живут, да. Но факт в том, что есть большая потребность в этих услугах, он остается фактом. Есть ли какие-то юридические или административные нюансы этого бизнеса, о которых, может быть, нужно поговорить с адвокатом, с юристом, или тут все прозрачно и просто? Как таковых тонкостей, о которых можно разговаривать с каким-то из адвокатов, юристом, может быть, налоговым консультантом, тонкостей нет. Но если ты ни в чем в этом не разбираешься, лучше довериться эксперту, который тебя проконсультирует, потому что он в этом эксперт. Если ты не знаешь, какую форму налогообложения выбрать, на курсе будет Элина Линдерман. Она будет рассказывать о том, как вообще устроена организация бизнеса. Если у тебя нету, например, опыта, связанного с как оформить страховку, на курсе я расскажу, как найти агента, который тебе поможет оформить страховку. И если ты семи пядей во лбу, и ты можешь все сделать сам, красава. Хорошо. Давай подведем некий маленький итог. Да. То есть конкретно сейчас о чем мы говорим? Что ты предлагаешь? У тебя есть... Я ничего не предлагаю. Окей.
Мы сейчас конкретно говорим, что у тебя есть курс, который ты создал. Он из 10 модулей, по-моему. Да, в курсе 10 модулей. Каждый модуль — это целый день. Целый день разговоров, целый день бесед, целый день практики. Потому что в процессе этого курса мы будем буду не просто делиться информацией о том, как это все делается, а мы будем проектировать компанию «Рога и копыта» вместе со студентами. И на 11-й день мы эту компанию запустим. 11 дней у меня уйдет на то, чтобы просмотреть курс, и у меня вот по-хорошему через 11 дней... Через 11 дней компания не запустится. Мы запустим процесс, потому что нужно будет какие задачи поставить разработчикам, какие задачи нужно будет поставить там интеграторам, кому написать письма. Мы вот это всю эту процедуру за 11 дней пройдем. Потрясающе вообще. Куда мне нужно идти, чтобы я увидел этот курс, и куда, где это? Само обучение проходит очно в городе Клирвотер, штат Флорида, в нашем офисе. Обучение проходит раз в 2 месяца. Для того, чтобы записаться на это обучение, можно перейти по ссылке в описании, можно зайти на сайт goldsuniversity.com/handyman и открыть страницу курса, ознакомиться с программой детально и нажать на кнопку «Записаться» на обучение. Придет там приветственное письмо, человек приезжает в назначенную дату, и вот 11 дней мы сидим и работаем над тем, чтобы построить хороший бизнес. Мне казалось, это онлайн-курс. Это офлайн. Это офлайн-курс с обучением очным здесь, в Америке. Да. Почему это не может быть онлайн-курс? Хороший вопрос. Чтобы я это в России почитал, если я не в Америке. Изучил, приехал сюда, на неделю открыл компанию. Все, приехал, пройди обучение тогда. Ты понимаешь, какая штука? Тебе, чтобы строить бизнес в Америке, если ты предприниматель, и у тебя есть там $30 тысяч, тебе по-любому надо приехать в Америку. Вот по-любому. Как минимум послушать вживую, посмотреть в глаза человека, который тебе это будет рассказывать. Во что ты будешь вкладывать деньги? В какие действия? Сейчас тебе напишут, вложи деньги сюда, 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 сюда. А во что? Зачем? И вот когда ты здесь вживую стоишь, у тебя сидишь в аудитории, у тебя могут образоваться вопросы. И эти вопросы лучше задать вживую. Если онлайн-программа, а как ты эти вопросы задашь? Окей. Это второй вопрос, как это сделать онлайн. Мне очень нравится, что это офлайн продукты, что я могу лично. То есть здесь история о том, что ты мне лично преподаешь вот эту вот всю историю. Да. Еще раз, этот курс где находится? Где я могу узнать более подробную информацию? У тебя там есть бесплатный первый блок? Первый день обучения, он такой, по сути, ознакомительный. Ты можешь приехать, ты резервируешь обучение, ты оплачиваешь все равно обучение, потому что под тебя место резервируется. Но ты оплачиваешь маленькую сумму, какую-то часть от стоимости курса. И приехав в первый день, познакомившись, находясь здесь, ты можешь принять решение, надо тебе платить полностью за курс или нет, будет ли тебе полезна вся эта информация или нет. Если ты принимаешь решение «да», то на второй день ты оплачиваешь полную стоимость курса. Идеально. Я, благодарю тебя за такую возможность, мне очень понравилось, я обязательно ей воспользуюсь. А как иначе? Нужно просто чуть-чуть инвестиций и времени, и усилий. Благодарю тебя, Юрий.